Добрый день, дорогие друзья, вы снова на канале «Смотри и знай». Каждый из наших органов незаменим для правильной работы нашего организма. Но при этом мы все помним, как важно сохранить здоровье сердца и легких. А вот органы пищеварительной системы частенько начинаем забывать. Одним из таких органов является печень. Этот орган можно сравнить с фильтром, который впитывает в себя вредные вещества, не пуская их в наш организм. Одними из основных факторов засорения печени являются: первое. Конечно же, алкоголь является главным разрушителем нашей печени. При чрезмерном его употреблении спирт, попадающий в организм, не успевает расщепляться и оседает в печени, что приводит к ее разрушению, а также к развитию цирроза. Второе место в этом списке занимают лекарственные препараты. При употреблении большого количества различных препаратов печень также не успевает очищать организм от такой нагрузки. Третье. Жирная и острая пища также способна значительно засорять нашу печень. Большое количество жирной пищи вынуждает печень производить много желчи. Именно из-за этого печень приходит в состояние стресса. Четвертое. Для правильной работы печени необходимо множество различных витаминов и минералов, поэтому жесткие и несбалансированные диеты могут принести нашему организму гораздо больше вреда, чем пользы. Но все эти неприятные последствия можно вылечить народными средствами. Первое. Отвар из лечебных трав. До изобретения различных препаратов люди лечились исключительно травами. Также и проблемы с печенью решали такими же методами. Для приготовления такого отвара нам понадобится полевой хвощ, кукурузные рыльца, спорыш и цветки календулы. Все ингредиенты необходимо измельчить удобным способом и перемешать. 1 столовую ложку измельченных трав необходимо залить пол-литром воды и варить на медленном огне несколько минут. Готовый напиток необходимо употреблять 3 раза в день до еды в течение 20 дней. Второе. Сок из редьки и пшеницы. Для приготовления этого средства нам потребуется несколько килограмм редьки и килограмм пророщенных зерен пшеницы. Продукты необходимо тщательно промыть, а затем по очереди поместить в соковыжималку. После этого оба полученных сока нужно смешать, и лекарственный сок будет готов. Принимать такое средство необходимо 3 раза в день, примерно за полчаса до еды. Но более 2 недель такое средство употреблять не стоит. Третье. Имбирь. Этот продукт поможет очистить не только печень, но практически весь организм. Этот рецепт станет максимально простым и доступным для большинства людей. Нам понадобится всего лишь 15 грамм имбиря и стакан теплой воды. Имбирь нужно натереть и добавить в воду. Некоторые народные рецепты гласят, что напиток нужно употреблять по нескольку капель, постепенно увеличивая их количество. Но многие специалисты придерживаются мнения, что полезнее будет просто выпивать стакан такого напитка каждое утро. Четвертое. Оливковое масло. Дело в том, что натуральные виды масла содержат полезные жирные кислоты, что способствует улучшению работы печени. Данный народный рецепт заключается в следующем. 1 столовую ложку оливкового масла необходимо принимать каждое утро натощак, но не глотать его ни в коем случае. Держать масло во рту необходимо до тех пор, пока его консистенция не станет напоминать воду. Только после этого его можно выплюнуть. Курс такого необычного лечения продлится 30 дней. Пятое. Тюбаш. Данный метод очистки является довольно специфичным, но испробовавшие его утверждают, что способ эффективен. Процедуру проводят утром до приема пищи. Выпивают желчегонное средство на выбор, например, теплую минеральную воду или настой шиповника. Далее нужно лечь на правый бок, согнуть ноги в коленях и слегка привести к животу. На правое подреберье помещают горячую грелку, завернутую в полотенце. Действие температуры помогает снять спазм желчевыводящих путей. Процедура длится от 40 минут до 2 часов. Но такую процедуру проводить без консультации врача может быть очень опасно. Перед тем, как проводить эту процедуру, желательно пройти ультразвуковое обследование печени и желчного пузыря. Это связано с тем, что прием любого желчегонного завтрака, а тем более лекарственного препарата, и даже обычной минеральной воды, которую рекомендуют использовать для тюбажа, может вызвать резкое сокращение желчного пузыря.
Истоком желчи в просвет относительно узкого, в норме он обычно не превышает 4-7 мм, пузырного протока устремятся взвесь, сгустки, песок и даже имеющиеся камни. Все это может спровоцировать приступ печеночной колики и даже привести пациента на операционный стол. Поэтому предварительно следует убедиться, что содержимое желчного пузыря жидкое и мелкодисперсное, и эвакуация из желчного пузыря не приведет к негативным последствиям. Кроме того, перед проведением тюбажа также желательно проконсультироваться со своим лечащим врачом, терапевтом, гастроэнтерологом, гепатологом. Они помогут подобрать оптимальный желчегонный состав, что позволит избежать резкого сокращения желчного пузыря и желчевыводящих протоков. Это тоже может быть достаточно болезненным. И объяснит, как правильно, поэтапно организовать эту процедуру, а также частоту ее прохождения и возможный терапевтический эффект. Шестое. Отвар из овса. Также популярным методом в народной медицине является отвар из овса. Для приготовления такого напитка необходимо взять 100 грамм овса и поместить в кастрюлю с литром воды. Отвар довести до кипения и убавить огонь, затем варить на медленном огне 20 минут. После убрать с плиты и оставить до полного остывания. Такой отвар необходимо принимать 2 раза в день, утром и вечером. Курс лечения составит 7 дней. Очень важно во время использования такого метода придерживаться диеты, исключающей жирное, острое и алкоголь. А также необходимо употреблять большое количество воды, не менее 2 литров в сутки. Также очень важно помнить, что если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, то не стоит применять ни один из вышеперечисленных методов. А также, если во время какого-то из лечений ваше самочувствие ухудшилось, стоит немедленно его прекратить и обратиться к врачу. Седьмое. Шиповник и сорбит. Для того, чтобы приготовить настой, нам следует заранее подготовить ягоды шиповника, которых нам понадобится около 3 столовых ложек. Отправляем в термос с кипятком и плотно закрываем крышкой. На утро нам предстоит прием этого средства. В отдельную чашку помещаем 3 ложки сорбита, которые заливаются предварительно подогретым настоем. Тщательно размешиваем жидкость и быстро выпиваем. Употребляется средство за 45 минут до приема пищи. При этом завтрак должен состоять из легких продуктов, к примеру, из овощей. Такую процедуру лучше проводить в выходной день, так как одним визитом к туалету вы точно не ограничитесь. Повторяется он на каждый 3-й день, а полный курс лечения будет состоять из 6 повторений. Для достижения положительного результата необходимо строго придерживаться рецепта приготовления, а также правил приема. Поэтому проведение таких процедур требует серьезного отношения. Мы надеемся, что данный выпуск был для вас очень полезен, и на этом прощаемся с вами. Берегите себя, до новых встреч, будьте здоровы!